Ну, приехали мы с чемоданами. А в чем ты видишь выгоду вот именно гражданства по отношению к виду на жительство? Живешь в этой стране, ну, мы хотели сюда, ну, значит, мы хотим быть граждане России. Друзья, вы помните, мы показывали семью, состоящую из бабушки, мамы и 3 детей, которые переехали из Германии, которым просто пришлось переехать. Вот сегодня мы в гостях у Марии. Правильно. Мы расскажем сегодня, как у них обстоят дела. Баню сделать, там, к сожалению, печка, мы-то так надеялись, что баня у нас, что, ну, печка, к сожалению, никакая, поэтому придется все переделать. С этого у нас будет, надеемся, летняя кухня когда-нибудь. Там, конечно, очень много работы, но... Ну, подвал у нас также остается таким аварийным пока. Ну и из этого хотим большой сарай, потому что курочки это уже шикарное дело, утки, гуси, может, всю зиму нас спасали, мясо всегда было, поэтому как-то охота побольше, ну, надо будет... Ну, то есть это помещение, оно сейчас у вас не используется? Да, это вообще, да, как гараж, но, к сожалению, его даже вторую дверь не откроешь, потому что вываливается эта штука там, поэтому... Как говорится, собирается мусор, который не надо бы. Ну, естественно, надо будет какое-то помещение придумать, да, там, для газонокосилки, для ну, всего вот это, виллы, все в принципе, что есть. Мечты-то большие, конечно, охота сделать подвал, наверх кладовку поставить, это перестроить под сарай, ну, как человек, да, мы же мечтаем всегда, что можно это, можно то. В принципе, возможности-то есть, да, но как-нибудь, что-нибудь со временем. Сначала документы, скажем так, надо потом уж дальше смотреть будем. Всем привет, меня зовут Мария, мы приехали из Германии, но родилась я в Казахстане, мне было 9 лет, мы уехали в Германию и прожили там 32 года. Ну, конечно, со временем, как говорится, дети появились, и жизнь так распорядилась, что, ну, осталась одна с детьми, но там... Ну, как многие сейчас знают, да, что там в Германии творится, что вообще сейчас ситуация такая. Ну и желание всегда, в принципе, было-то уехать, поэтому первый раз у нас был, первая попытка была, были дети маленькие еще, но на тот момент, ну, наверное, напугали вот эти все документы, да, когда приехали в посольство, и нам это надо, то надо, то, и ты стоишь, и прям вот у тебя такое-то, думаешь, блин, надо что-то как-то... Ну и со временем опять все это вроде уладилось, успокоилось. Ну, конечно, потом все-таки, ну, второй раз, когда попробовали, это было перед короной, мы сидели на чемоданах, и с день на день закрыли границы, и все. Вот мы сидели, уже пришлось по-новому все делать, эти визы, по-новому, все по-новому тогда. Ну, ничего, сделали. Дорога была очень тяжелая, я думаю, некоторые, может, и видели в роликах, как мы перебирались, добирались, это было что-то, это, ну, мне кажется, мы это никогда не забудем, о этом даже вспоминая до сих пор бегут слезы, потому что это было как-то, с одной стороны думаешь, это я смогла, но с другой стороны думаешь, блин, неужели вот как-то все-таки пришлось это пережить, но всегда момент у меня в жизни всегда такое, как говорится, да, Бог не дает тяжелые вещи, если не знаешь, что ты их не справишься с ними, поэтому это как-то меня всегда успокаивает, это дальше. Ну вот, в принципе, приехали, тут тоже было очень сложно сначала зацепку поймать, да, вот это где, что, как, ну, сложно было начинать с нуля. С нуля, во-первых, да, с нуля, ты получается, ты без крыши, ты без денег, ты вообще без ничего, ты не знаешь законы, ты не знаешь, они тут еще так часто меняются, поэтому надо как-то где-то кому обратиться, что сделать, но все-таки мы прошли путь, мы получили квоту, мы получили РВП, мы сделали вид на жительство, но теперь у нас самая такой главная цель сейчас сделать гражданство, но, скажем так, устали, да, вот это все равно, мы долго шли к нашей цели. Сейчас, слава богу, есть такие легкие, как программы, которые можно вот совсем вот легко сделать документы. Ну, что значит легко? Никогда не легко, но такие более легче, чем мы сделали, да, мы, получается, мы все собрали, все сложное, что было, мы все собрали. Поэтому, да, сейчас
Приходится по-новому сдавать экзамен, хотя наш, в принципе, это должен быть, ну, как, ну, годный, да, он еще, в принципе, еще 2 года он еще должен быть. Но по новым законам и опять по новому экзамен сдавать. Я, по-моему, уже говорила, единственное, что вот в шоке здесь я, вот в России документы, очень дорогие документы. Вот любой документ, это прям вот большие деньги, очень большие деньги стоят. И все дороже и дороже. Вот как мне посоветовали, что вы торопитесь, у вас вид на жительство, вы можете как вздохнуть, вы можете немножко как жизнь настроить, устроиться и дальше делать. Но если я так понимаю, вот даже вот как мы приехали и сейчас, документы, получается, ну не в 2 раза, но хорошо поднялись цены. С тех пор, как вы приехали, да, с тех пор, цены как мы на приехали. документы? Даже вот один экзамен мы сдавали, мы платили 5 тысяч, сейчас он стоит 6 тысяч. Всякие бумаги, которые раньше не надо было даже детям. Детям сейчас надо было сделать справку о том, что они согласны, что я им делаю гражданство. Вот с 14 лет эта справка нужна. Такого не было раньше. Ну вот сейчас много чего новое такое, и естественно все это стоит, да, и каждая справка, все хотят где-то заработать. Поэтому, да, ждать по-любому не вариант, но мы хотим к цели прийти, мы хотим цель получить гражданство, поэтому сейчас, ну... А в чем ты видишь выгоду вот именно гражданства по отношению к виду на жительство? Почему не хотите подождать, например? Ну, не знаю, как-то, ну, быть уже на месте, уже вот спокойствие, вот это как-то... Полностью ощутить себя да, гражданкой. полностью ты дома, все, ты не чужой, ты не знаю, как-то, мне кажется, это... На душе, мне кажется, легче будет просто вот эта цель, что ты также относишься гражданин России, так же, как и все остальные, не знаю, к обществу как-то. Живешь в этой стране, ну, мы хотели сюда, ну, значит, мы хотим быть гражданами России. Есть, конечно, свои там плюсы детям в школу, если ты не гражданин России, учиться им платно. Платно одному взрослому, ну, не потянешь на всех, скажем так, да, это уже, естественно. Ты имеешь в виду бюджетное образование после школы? Да. Это по-любому уже, что хоть есть где-то шансы куда-то пойти. Ну, приехали мы с чемоданами, и вот помогали нам люди, и благодаря зрителям канала мы смогли обрести дом. Половину дома мы отдали, с другую половину надо еще, конечно, помаленьку. Ну и вот теперь будущее строим. Перестроить кое-что охота, да. Поэтому у нас такие сейчас планы, вот сделаем сейчас гражданство, вот как говорится, один за другим этап, да. Вот у нас крыша над головой появилась, слава богу. И теперь, конечно, ну как мы люди, нам охота все сразу, да, чтобы уже и ремонт сделать, и огород разбить, и отремонтировать там что-то, и завести там уток, гусей побольше на каждый год. И, ну прям вот желаний-то много таких, что... Ну вот планируем сейчас вот помаленьку сделать гражданство, галочку поставить, и потом, конечно, будем уже браться, ну, за дом, да, надо отремонтировать, надо также отплачивать дальше, надо также перестраивать, и, ну, уже под себя, как уже свои желания, да. Ну, детям интересно было, когда мы взяли вот весной уток, гусей, курочки появились, для них это вообще было что-то такое интересное, да, что вот такого они не видели, не имели, тут вот это... заметила, да, ответственность пошла у них такая, прям вот они смотрели, ходили осторожно там, чтобы ничего не случилось. Там бы такого у них, конечно, не было никогда, чтобы они могли тут... Свобода. Дети вот эту свободу чуют, да, хоть сейчас немножко другая обстановка, но свободу они очень чуют, да, что да, многому еще даже еще не привыкли до сих пор, что а как это можно, а как это разрешается. Вот они прям настроились, и они ждут обязательно уток, гусей, это прям у них такое, это... Весной хотите завести? Обязательно, да, прям вот это мечта у них. А вы уже брали гусей, уток? Да, мы брали в прошлом году. Вот вырастили и до нового, ну, перед Новым годом, да, последних закололи. И я говорю, это было мясо нам, конечно, тем более любят все такое, поэтому, да, это надо. Ну, да. Дети не понимают, им начинается, давайте козу, давайте то, для них вот это, как животное может дома прям вот свое, ну, нет, конечно, такое нет, но курей побольше, да, и гусей, и уток хотим обязательно еще. Еще, чтобы как-то, ну не знаю, они чувствуют себя, как они сказали,
тепло, уют, да, вот ты вышел, все свое, все вот есть, вот это, может, это им как-то легче, что становится за это. Еще Возможности их здесь, да, что вот по школе, вообще по учебе, да, где-то будет им трудно, потому что ну, русский совсем еще не так выучили, как бы хотелось. Пушкину органически присущ историзм, включающий память его собственных предков, прошлой народа, вместе и роль России в мировой цивилизации. Там друзей побольше будут, надеюсь, когда школы опять будут такое, что много дома сидят, конечно, сейчас еще. Но потом, и даже вот сейчас приходили, что узнавать там учебы, какие возможности есть, что, как. Это очень интересно им. Это, да, это не одно направление, как они там вот привыкли, вот у тебя вот это ты выучился на это, да, вот, допустим, ну, у тебя там среднее образование, да, ты, вот у тебя вот пару выборов, да, и все. Либо ты тоже вот где-то там учишься, а не знаю, во сколько там потом в 40 доучился то, что хотел, а тут все равно вот по тем схемам, которые мы смотрели, все равно есть шансы побыстрее, получше, и где-то как-то вот такое, что это больше от тебя зависит. больше выборов? Больше выбора, да, больше вариантов каких-то, что-то это выбрать. Как только получила разрешение на временное проживание, устроилась на работу продавцом. Но одной как бы немножко тяжеловато это все тащить, 3 детей поднимать, но не сдаемся, как бы. Мы не собирались сдаваться и не сдаемся. Но одному с 3 детьми, да, это, конечно, нелегко. Но я думаю, нигде нелегко. В любой стране. В любой стране, да. Что если в дети. Ну, был интересный случай. Подошла к магазину, и уже заходить, и стоят у нас там женщины, бабушки, ну, продают свое такое домашнее все. И стоял мужчина и говорит так громко: о, это новая, это чужая. И вот что мне прям вот так внутри, в душе было очень приятно, когда они так: нет, и что, это наше. Они прям ему сказали, где я живу, все, прям вот так это. И он: ну да, ладно. И я так улыбнулась, поздоровалась, но я говорю, в душе очень было приятно, что все-таки приняли в общество, что уже как бы свои, мы дома, да, вот длинной дорогой, но мы дома. Все равно такое ощущение было как-то теплое, да, что ты все-таки все правильно сделал. Ну, какое-то подтверждение, все мне было кажется. Не зря. Да, все не зря, все ты делаешь, ты на правильном пути, как будто как бы тебе кто-то так говорит, что вот все равно, говорю, приятно было такое. То, что, знаешь, мы тоже в одном регионе были, когда думали переезжать, и нам там так и сказали, что вы здесь своими никогда не станете. И я думаю, как это жить как бы в своей стране и быть не своим, быть чужим, да, вот этого среди своих, это нет, мы сразу... Немножко побаиваюсь, потому что мы прожили 32 года в Германии, и я себя ни разу там не почувствовала своей. Я себя с первого дня до последнего, мы себя считали там русскими, и мы не дома были, мы просто не дома были. Вот такое ощущение, что ты живешь, ты в день живешь, но это как вон немец идет, вон немцы, ты себя немцем вообще не считал, хотя ты себя там дома, ну я, по крайней мере, себя не чувствовала. Может, поэтому еще и мы там, и мы же и на русском разговаривали между собой, и все вот это. Я думаю, на детях это сильно отразилось, может, что, даже не отразилось, даже не знаю, как правильно сказать, что вот мы не скрывали, да, что вот мы к России тянемся, мы туда, мы вот там, как говорится, наш дом, да, может, поэтому, а когда вот это было, что тебе тут как-то, да, это наше, она вот отсюда, вот, не знаю, вот такое было подтверждение, что все ты правильно сделал, ты правда, ты дома, ты на месте. Правильно боролся, скажем так, правильно дорогу сделал. Спрашивают, как у Лены дела? У Лены, да. Мы сейчас видели ее машину. Да. Она не смогла уехать, да? Она не смогла уехать, мы приехали, мы стараемся документы, но ей, конечно, придется в Губкино подавать там, но кое-какие вещи мы можем сделать в городе вместе, поэтому она приехала, мы ее давно не видим, мы даже на праздниках ее в этом году не видели, никакие праздники, она проводила их одна. И машина, да, никак, поэтому пришлось
ей на такси добираться до дома, потому что ты автобусами даже не доедешь до нее полностью. Ты какой-то момент можешь проехать, но не совсем до дома. Поэтому, да, была она здесь, мы ездили в город, и пришлось ей машину оставить. И она ни в коем случае ни о чем не жалеет, но хотелось бы лучше, да, там. В чем сложность состоит? Ну, моей сестре Лене, конечно, меньше повезло, чем нам. Она поселилась подальше от нас. Ну, что значит подальше? Далеко от нас, 90 километров. Для нас это очень много. Редко видимся. Ей, конечно, так не повезло. У нее сын аутист. И для этого ей надо было... Она не могла просто работу выбрать, чтобы побольше зарабатывать, да. Вот ей пришлось идти тьютором. Сдала экзамен и с ним в школу ходит, занимается. Ну, конечно, когда один там и не совсем много, скажем, поддержки есть там с деревни, вот что она раскидана, такая, вот, не такая дружная, скажем, как у нас тут, то да, очень не повезло, скажем так. Многие держат дома как дачу, там очень редко появляются, поэтому... Да, боится ночью, допустим, вот если там стучат, бывает такое. Рано или поздно ей придется оттуда уехать, потому что вот машина стоит, сейчас не выбраться оттуда, вообще не выбраться, это очень тяжело. Конечно, она там ищет варианты, она находит что-то это, но просто на будущее это, ну, скажем, тяжело будет ей там, ну никак, ей придется куда-то в другое место переехать. Да, работает она с ним в школе, она ходит с ним после обеда в школу, занимаются, и потом дальше дома, конечно, занимаются. Ну, как говорится, выходных нету, там постоянно занимается, в принципе, 24 часа там. Нужды, к сожалению, не заканчиваются пока. Сейчас нам нужды на 7 человек, мы вырешили, это около 70 тысяч это рублей надо, чтобы подать на гражданство, чтобы полностью отдать документы туда. Потом приехали с администрации, чтобы убрали все-таки наконец ветки. Мы просили в прошлом году, когда немножко вот набрали, там уже бывает, ну как, всегда стараешься как-то немножко отложить, но не всегда получается, то одежда нужна, то еще что-нибудь. И теперь мы говорим, все, пусть ждут, потому что ну никак сейчас, чтобы убрали ветки. Раньше никто ехать не хотел сюда, а теперь есть возможность, что могут приехать убрать, но пока... Но самое главное, конечно, после документов это машины, потому что без машин мы живем в приграничье, это также вот Лена выехать, вот она сейчас уехать-то она уехала на такси, а там ни магазинов, ничего, вот прям вот сидишь каждый день и не знаешь, что и как там. Сколько такси туда стоит, вот она уехала? 5000. Ой. Это не только по карману бьет, это и по сердцу, потому что это суммы большие, вот не знаю, ну, конечно, ей очень много насчитали, Лена, так как она у нее сильно вот эта авария, мы, конечно, очень рады, что с ними ничего не случилось. Ну вот это вот ее разбитая машина, сколько насчитали? 80 тысяч ей насчитали. За ремонт, да? За ремонт, это уже не считая покраски, это вот чисто вот сделать всю ее и закрыть. Чтобы вот не кабеля вот это все висело, а чисто вот закрыть, это 80 тысяч мы решали. Но аж дороже и дороже все становится. У меня неизвестно, потому что вот еду и она глохнет. А последние 2 раза думаю, ну, поеду за продуктами, хоть не на себе нести. Прогулка-то одно, а вот продукты на себе нести. И начала заводить, и она вообще вот этим ревом я туда, вот глохну, прям на повороте вот, заглохла, я ее включаю, думаю, хоть бы никто не приехал. И вот, в принципе, так нельзя ездить, но я на аварийке туда-обратно съездила, вот это газ, что вот она все равно глохнет, и вот выявить бы, потому что советов много уже послушала, каждый свое предлагает, а это может быть, и, ну, как бы надо бы как-то сделать, чтобы, потому что есть документы в город, если мы там одни, мы можем и на автобусе, а семьей ты не уедешь на автобусе, и это просто нереально даже, мама ноги поднять не может. Это надо уже опять кого-то вызывать, а так это на 7 человек, 2 такси, это просто таких цен не потянуть просто так, да, вот это еще, что нас много держит, скажем так, не только вот одни экзамены, которые вот, ну, мы вот записались, их надо будет сдать, потом неделю ждешь, ну, также можно же уже госпошлину заплатить, можно уже документы, чтобы тебе заполнили, а вот у нас вот идет этапом. Да вот нам надо было с детьми старшими к нотариусу, записались, потом пришли, ну, конечно, мы там очень долго ждали, это было что-то.
И у них спросили, знают ли они, прочитали они документы, поговорили с ними. Я думаю, больше, скорее всего, они хотели знать, знают они русские или нет. Вот, вот у меня такое впечатление было, что вот они разговаривали с ним, в принципе, такое, ну, как не о документах больше, а больше так, о общем, вот как им школа нравится, чего бы они хотели. Да, было, конечно, не очень приятно слушать, когда они сказали, да, мы хотели бы много друзей, ну, как, или хотя бы одного-двух, которых бы часто видели, то, что вот из-за ситуации такой. И все, вот, ну, вот такое вот, это тоже большие деньги стоит. Вот это сделали, сейчас следующий экзамен, и вот так, этапами. Конечно, охота было бы все за раз. Пошел, сдал, и сидишь и ждешь уже свое это. А машину свою не гоняла на СТО, тебе не считали, сколько будет стоить ремонт? Но кто вот приходил, смотрел, ну да, они решали. Это минимум, как они мне сказали, 20 тысяч готовь, это минимум. А, ну там, конечно, что еще вылезет, я говорю, мне тут советов столько, тебе, ну, может, фильтр забился, а может, там какой-то кабель, а может, еще что-то. И вот я говорю, мне столько советов, ну, так, кто немножко разбирался, смотрел, ну, говорит, это самое малое минимум, да, это, говорит, тебе надо будет. Ну, и так жаление, я говорю, охота, конечно, чтобы она уже... Она, как всегда, говорит, мне не надо уже красоту, мне главное, чтобы она ехала, уже не так надо, чтобы вот там... Уже главное не это, потому что, естественно, такая машина, она бросается в глаза, Ну, еще да, и цвет такой. Гаишники останавливали? Постоянно, вот это, постоянно, говорит она. Вот, Ну, не штрафуют за это или? Нет, ну у нас еще права были, как говорится, годные, да, теперь. Еще же тебе на права надо? Да, обоим. сейчас вот это мы сдадим гражданство, а потом нам надо переделывать права, потому что по новому закону нам Нужно надо учиться. права сдавать, да. Мгм. Там не знаю, сколько Наташи со скидкой решали. Наташе 36 тысяч посчитали. Вот, это со скидкой, то, что она ученица, да, скорее всего. Ну, вот мы, Ну, 40 где-то будет. да, мы тоже так сказали, что примерно 40-50 это надо будет решать. Мгм. И это потом- Сам экзамен там недорогой, по-моему, 750 рублей, не сдал, еще раз как бы оплачиваешь, там это терпимо. Но учеба, да, как бы стоит, 1040 будет стоить. Ну, так. Короче, вот такие заботы, да? Да, заботы всегда, и скучно никогда не бывает. Ну, помаленьку не сдаемся, да. Главное, что вы не сдаетесь, и главное, что вы не жалеете, что Нет, сделали вот жалеть правильный выбор. почему-то не было. Еще вот ни разу себя не ловила, да и не слышала, чтобы кто-то из детей сказал, зачем мы приехали. Вообще такого никогда не было. Вот наоборот, вот у нас вот это надо сделать, это надо сделать, это надо вот всегда вперед, 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 и как-то назад даже не оглядываемся, и не жалеем, и вообще никак. Это будет вот это надо будет, конечно, аккуратно все сделать, и потом вот так вот протянуть, чтобы там уже огород, а здесь уже побольше и утки, и гуси, и ну, куры, конечно. То есть хотите отделить вот это, да, чтобы Да, было да, что у нас там огород уже отдельно? и дверь есть, да, чтобы и огород был отдельно у нас, и куры Мгм. с утками, чтобы все вместе не это. Ну, Ну, когда им хорошо. хотелось бы, ну, это тоже уберется, слава богу, теперь ездят, можно брать. Слушай, вспоминаю, как у вас тут было заросшее все, вообще тут все же вообще было не пройти, да? И сейчас вот. Это все еще чистить, убирать надо. Тут кое-что находили уже, скидали туда. Малина по всему огороду. Она вот разрослась. Да? Да, тут Ну, каких? тут какой-то кустарник должен быть, не знаю. И вот это у нас по всему огороду и по всему этому было. Не пройти было, ничего не сделать. Это было просто нереально где-то зайти. Ну ничего. И вот тут я даже не знаю, туда это надо идти и пробираться до соседей. Там идет забор. И сейчас вот. Вообще чисто ничего нету, да? всё. И сами выбрали, курочки помогли, да? Курочки, утки, гуси, да. Ну, много, да, вот надо сейчас вот этот шифер, вот это все еще. Ну, сейчас теплее станет, Ага. и тогда с детьми уже потом начнем. Да, ну это да, вот эта охота, конечно, сделать, это вообще не... Она ж вот падала, это ж как, я всегда говорю, женское мастерство. Подошел, где-нибудь что-нибудь подставил, чтобы не упало, и все. Ну, это вам досталось в наследство. Да, в наследство Поэтому, достала, да. поэтому мы не ожидали. Мы сначала думали все сначала сделать, ну как, ну сделать-то стоит все. Да и время просто вот не это. Если вот неделями на работе была, ну вообще просто не до этого было. Я рада была, что так все идет своим Да. чередом и все. Поэтому нет, а курочки надо, яйца это всегда. Ну вот.
в день? 11 курей выходит. Или, да, 11 курей и петух, да, ну, 10 яичек. 10 яичек в день? Хорошо. Это, ну, бывало пару дней, да, там поменьше, а так 10. Ага. 10 Ну, есть у нас. несутся хорошо, да? Да, у нас даже белые почему-то, вот одна какая-то из них несется, нам их подарили. Ага. И одна несется, одна нет. И вот какая, конечно, не знаем. Ну, и главное, она несет серые яйца. Мы уверены были, что сейчас будет у нас всегда белое яйцо, но нет. Несет серое. Ага. Ну, как-то так. Что у нас там сегодня? Наша зелененькая. Это у нас одно каждый день такое. Вот наши яйца на сегодня. Всем большое спасибо за помощь, за большую помощь. Да, желаем вам здоровья, мира, самого главного, добра, спокойствия. Была рада еще раз пообщаться, рассказать. Всегда как-то это как-то как будто я с людьми вот пообщалась, а то, что вот столько было поддержки, поэтому это даже как-то радостно было рассказать. Поэтому всем пока тогда.